Мы уже ее, слава богу, видели, что и как, где мы покупали. Потому что такая история, на самом деле, она немного и длинная. Если есть желание, можно и не битую привезти, Ну да. просто это будет стоить очень дорого. В общем-то, мы выбрали машину, потом выбрали импортера. Мы скажем, почему мы недовольны. Не, ну мы сначала хотели хоть какую-то Ну, мы машину, а хотели потом автомат. поняли, да. Ну, в Польше за наш бюджет из автоматов только Ярис Toyota. Минимум, наверное, 2 месяца ожидания вас будет. Да, может и полгода. Следовал ответ от Копорта аукциона, что ваша отклонена из американского закона. И мы за это еще заплатили штраф. Такой был звоночек, знаете. Вот переведите большие суммы на счет кому-то для того, чтобы удалили историю нашей машины. Мы выбирали, конечно, чтобы она не была там утопленником, знаете, чтобы ее не спалили, не убили. Только битый перец. А так красотка. Пеппер, не хотите выпить? Ну так-то она выглядит файне элегантско. Ой, тут не файне элегантско. Ребята, мы столько пережили ада эмоционального. Всем привет! Мы сейчас находимся в парке, такие ходим, гуляем и придумали, что нужно записать видео про нашу купленную машину. Мы уже ее, слава богу, видели сами. После этого мы ждали вот этого момента, чтобы ее уже самим своими глазами увидеть, получить, да. И тогда уже рассказать поподробнее, что и как, где мы покупали. Потому что такая история, на самом деле, она немного и длинная. И я думаю, что интересно поделиться нашим опытом. Ну, вообще, в Польше эта тема популярна. Покупать битые машины из Америки. И даже у меня коллега много машин так уже привозил. Ну и нас знакомые, даже в Беларуси тоже так привозят. Даже в Беларуси это возможно. Да. Но это тоже делают. Но вот тут это, конечно... Это бизнес. Это бизнес, столько да. Импортеров. Тут вообще даже в нашей лоде... В нашей лоде их несколько штук. Импортеров, которые возят из Америки битые машины. Даже уже из Дубая возят битые машины. Ну вот. Не, ну если есть желание, можно и не битую привезти. Ну да. Просто это будет стоить очень дорого. Как бы суть в том, что машина битая из Америки выигрывает ценой, понятно. Даже с учетом растаможек, транспорта. Чем дороже машина, тем больше может быть выгода. Там на 30-40% дешевле, чем европейские машины такого же уровня. Конкретно наш запрос был, конечно, не люкс автомобиль, поэтому выгода не такая большая. Но в целом, я думаю, она получится все равно выгоднее. Конечно, надо учитывать, что она убитая, но даже битая, купленная в польском салоне, будет намного дороже. Вот поэтому мы решили, просчитали, подумали, все взвесили все за и против, выбрали импортера. Дальше мы скажем, мы им не очень довольны, но мы скажем, почему мы недовольны. В общем-то, мы выбрали машину, потом выбрали импортера, участвовали в аукционе. Аукцион, получается, выиграли машину на аукционе даже дешевле, чем мы думали, а мы как бы уже... Саша, точнее, заранее проштудировал интернет, да. Бюджет с ремонтом, и уже импортеры посоветовали, типа, до какой суммы стоит торговаться, потому что, типа, с транспортом выйдет такая сумма, на ремонт приблизительно такая сумма. Ну и мы уже рассчитывали. И плюс мы еще это начали делать перед праздниками, как раз, когда все заняты, знаете, праздником Новый год. Как раз все заняты, там, знаете, всем было не до покупки машины. И как-то мы так подгадали, ну, мы знали об этом и ждали именно этого времени. И в этом, да. Потому что и плюс многие, я видел, писали, что вот в январе начну заниматься покупкой, да. И все откладывали, пока праздники, ну, некогда. А мы такие принялись, забрали свой вариант по-быстрому. Да. Мы реально на 2-3 день уже выиграли аукцион. Да, быстро. Выбрали мы машину Ford Fusion 2019 года. Гибрид, да, вот забыла. Мы изначально хотели гибрид. Мы сначала хотели хоть какую-то машину, а потом автомат. Поняли, да. Ну, в Польше за наш бюджет из автоматов только Ярис Toyota, наверное, был бы. Ну, хотелось высший уровень комфорта. Чуть-чуть что-то прикольнее. И почему выгодно и лучше возить из Америки, помимо цены, это то, что там все фиксировано, пробеги, ремонты, ДТП. То есть там не крутят... Отчеты. Да, и там невозможно... Не крутят километраж.
Потому что если машина там из Германии привезена, Мгм. она уже 3 раза может быть скручена, и нет никакой истории повреждений у нее. И, ну, понятно, что проще перевезти быстрее из Мгм. Германии, а так, ну, из Америки минимум, наверное, 2 месяца ожидания вас будет. Да, может и полгода. У нас Ну, где-то 4 месяц. уже прошло почти. Мгм. Ну, я думаю, больше 4 в сумме займет. Мы выбрали импортера. Я уже говорила, что он нам не очень понравился. Такие моменты, как бы сам импортер, может, нормальный, но именно менеджер, который нас вел, он не очень, знаете, такой ответственный. Нам все время приходилось что-то выпытывать, Я по выпрашивать у несколько него. раз Да. задавал вопрос, потому что они оставались без ответов. И именно такие важные моменты. То есть сначала мы такой был звоночек, знаете. Сначала мы просили фотки для машин. Мы видели, изначально, Ну, когда мы есть, выбирали машину, была там 10 каких-то фотографий. Но с потом аукциона, да. с Потом уже аукциона. после выгонного аукциона, когда транспортная компания Мгм. уже занялась нашим автомобилем, Мгм. ну, обычно всегда присылают фотографии, когда уже машину забирают, ее фоткают Да. подробно, там, ну, не 10 фотографий, а с разных ракурсов, все детали. Ну, Пришлось это требовать. и мы Хотя мы- спрашиваем, ну, а есть, может, новые фотографии? Да, да, есть. Это был такой первый звоночек, да, ребят? Потом выяснилось, что белорусы, а мы белорусы, Но это выяснилось во время оплаты. ну да, во время платы, Мы да. сделали перевод с польской карты, в которой в Мгм. данных банка указан белорусский паспорт и белорусский адрес прописки. И мы через неделю узнаем только... Ну, во-первых, А мы в нам это время в пишут, Париже. ну. нам пишут, деньги не дошли до аукциона. Мы такие, ну, странно. Мы отправляли Мгм. экспресс с переводом, там все как надо. Пошли узнавать даже в банк, нам сказали, ну, они ушли, мы ничего не знаем. И потом, еще через пару дней, импортер пишет, пришел ответ от Копорта аукциона, что ваша там, отклонена из американского закона. Мгм. Получается, что, как Саша сказал, нельзя белорусам И россиянам. и россиянам Да. из-за Ну, санкции. из-за санкций, да, из-за санкций. Этого мы не знали, мы в это время Париж тусим. Вот, мы приезжаем, решаем эти проблемы, но это дело все-таки Там- не в импортере, сам импортер этого не Ну, знал. просто у них не Они было были в такого шоке. опыта. Ну, Да. белорусы особо, наверное, Да. Мы же пока общались на боятся польском такое все делать. время, да, они же не знали, кто мы. Не, они знали, но Сначала знали, мы уже говорили, ну, я же давал данные. Просто ну они... хотя да, знали. наверное. Просто, ну, у них не было опыта Мгм. такого. Если, ну, теперь вот, если к ним обратятся белорусы, они уже скажут. Да, они же сказали. Ищите посредника, который вам оплатит. Да, получается, из-за этого мы тоже вот долго ждали, пока мы искали человека, ну, с паспортом не белорусом, который можно, ну, поляка, типа, который может перевести деньги туда, в Америку, за нашу машину. И мы за это еще заплатили штраф, потому что долго это все проходило. Ну, да, аукцион. Да. Ну и еще что мне не понравилось, и не только мне не понравилось про импортера, когда машина уже была на границе, и надо было растаможить нашу машину, то нам просто написали, нужно перевести какую-то энную сумму денег. Не объясняют, что это. Ну, нам из транспорта так и сказали. Просто И мы думали, что будет, знаете, какой-то типа расписанные суммы, что, когда, за что заплатим. Не просто так, что мы куда-то переводим, нам просто пишет какой-то человек и говорит, вот переведите большие суммы просто на счет кому-то, Да. не говоря, ну, хотя бы вот какое-то слово, типа, за что, куда, как. И нам приходилось все переспрашивать, типа, а вот, ну, знаете, ну, потому что мы не хотели потерять деньги, понятное дело. И мы постоянно переспрашивали, а это на что, а это на что. И вот в еще один дней нам пишет, что машина типа на растаможке, надо перевести такую-то сумму денег. Мы смотрим, ну, какая-то очень большая сумма денег. Мы стали узнавать сами, пришлось узнавать самим, спрашивать у знакомых, которые вот заказывали машины тоже из Америки. И только потом нам уже рассказали другие люди, не они, что это делается для того, чтобы удалили историю нашей машины из аукционных сайтов, для того, чтобы, ну, короче, на растаможке меньше заплатить. ну, идея такая, Да. но шло все немножко Мгм. по-другому. Но это мы сами узнали, нам никто Я этого про не то, говорил. Что порядок действий был немножко не таким. Все-таки я этим занимался. Нам сначала не сказали вообще, сколько будет растаможка. Ну, точнее, Мгм. сказали, просто пишут. Мы посмотрели историю аукциона, Мгм.
есть там десяток сайтов, нужно заплатить, там, не помню, 2000 злотых бликом, там, неофициально каким-то хакером. Ну, Я такой, ну, типа, не хотелось бы, надо все делать официально. Все-таки, если потом какие-то проблемы с этим, с Ужондом, с Ну да. Карбовым, нам это не надо. Тем более, там не такая большая была сумма в растаможке. Ну, типа, сэкономить, там, не знаю, 1000 евро и удалить историю за 2000 злотых. Ну, нет смысла. Тем более, не факт, что это 100% будет гарантия, что все удалится и таможенники не найдут. Потому что вот у моего коллеги была ситуация, когда он оплатил и удаление, и полную растаможку. Поэтому мы не стали. И большинство, ну, может, не большинство, но есть люди, часто. которые от этого отказываются, чтобы не иметь геморроя себе. а нас даже не предупредили Просто вообще, скиньте что за скиньте удаление. деньги за удаление. Мы то что за удаление, куда удаление, даже, знаете, вообще не понимали, о чем идет речь. Вот такие ситуации были периодически. Ну и последнее, это, конечно, тоже, что меня взбесило, это они просто, мы договаривались, что будем машину ремонтировать у них, Мгм. они нам за 2 недели Не, до вот привоза нашей машины. машина растаможена, Да. и все, они пишут, на какой вам адрес ее везти? Мы такие в шоке. В смысле, надо, ну не под дом же нам везти. Хотя мы до этого договаривались, что Ну, мы мы ожидали, будем у них в Варштате чинить. что они все сделают, и нам привезут готовую машину Да. на ходу. Нам останется только зарегистрировать. Мы, конечно, у них спросили, почему так. Мы вроде как бы договаривались. Они говорят, у нас там такие очереди в машинах, что мы не успеем быстро вашу машину Ну, типа, чинить. Даже 1,5 посмотреть месяца ее, просто да. ожидание. Просто ожидание, потому что пока начнем вашу машину чинить, то есть тоже нас это не предупредили заранее. Но почему? Типа мы могли тогда этот Варштат начать искать заранее. Ну, короче, и мы узнаем, что машина приедет буквально, нам сказали, через 2 недели, Ну, нам неделя, максимум, неделя, там, полторы-две нам сказали. Это дальше еще история с этим. И мы быстренько ищем этот Варштат. А это, знаете, не так-то удобно, когда у тебя не такой классный польский. Ну, как бы, мы уже решаем все вопросы на польском, но тут именно связано все с машинами и делами. Ну и плюс звонить, узнавать. Ну, короче, мы Ну, к этому не были готовы. Не онлайн делается, Да. а по телефону, конечно. И Саша тоже очень долго нервничал. Все это делал Саша, занимался этим. Искал, не знаю, как что там делал, штудировал интернет, искал хоть какие-то хорошие Ну, отзывы, искал где вообще люди компании занимаются, да. С отзывами, желательно, чтобы они американскими машинами занимались. Это же, не знаете, не в любую мастерскую ты завез машину, и тебе ее будут чинить. Во-первых, там нужно поменять фары. Во-вторых, как это называется? Как ты сказал? Блохарка. Во-вторых, это блохарка. Вообще Позорные первый раз работы, слышала эти слова краска. вообще. Ну, это все отдельно, электроника, вообще, короче, столько дел. Ну и мы, короче, стали искать, пришлось искать. И нам говорят, максимум там 2 недели. Прошло 2 недели, ребят, ни слуху, ни духу, нам никто не пишет, мы Ну, пишем. они даже вообще никак Мы не пишем, информируют. где машина? Мы уже все нашли, договорились с людьми. Машины нет, ребят. 3-я неделя. Мы уже почти через 2 дня пишем. Нам отвечают, ну вот будет максимум через 2 дня. 2 дня проходит, нет, уже где-то 2,5 недели. Потом еще через 2 дня. Нам Ну, есть что-нибудь слышно? Они говорят, сломалась машина транспортной да. компании «АвтоВОЗ». Ждите максимум Мгм. там. И то 2 это мы дня. узнали сами, нам это не написали, не предупредили Ну, то нас. есть мы были Но. просто вот в неведении Мгм. неделями. Да, и плюс мы- Следующая неделя. Мы пишем, ну что там, ну уже прошли те сроки обещанные. Забастовка фермеров. Перекрыты Да. дороги, не могут проехать. Да, и правда. И получается, мы ждали почти месяц. Да, От растаможки. Вместо обещанных 1,5-2 недели. Ой, и только недавно, ребята, мы увидели машину. И увидели ее, вот тут уже, мы вставим дальше кадры, как она выглядит. Мы выбирали, конечно, чтобы она не была там утопленником, знаете, Да. чтобы ее не спалили, не убили, чтобы был нормальный пробег, да. Ну и повреждения адекватные, конечно. Ну и повреждения у нас там немного перед, но вы будете увидеть. Ну и не пугайтесь, когда вы увидите, что она там грязная. На самом деле это все отмывается. Это еще но- не самая грязная американская машина. Да, бывает и хуже. Вы увидите кадры, где она битая спереди, но на самом деле внутри все чики-пуки. Ну, Как говорится, да, всё. подушки. Ну, мы обязательно смотрели, Мгм. чтобы были целые подушки, все
без каких-то таких критичных Мгм. моментов, потому что нам предлагали с аукциона еще там машину, ударенную в зад, у которой там в Батарея там. смятку Мгм. бампер, стекло разбито, или машину без дверей. Мгм. Но мы хотели, чтобы она, ну, по минимуму был ремонт. Ну, перед он Чтобы как не бы... так страшно было. В целом, перед чаще всего страдает, он, ну, все знают, как его ремонтировать, да, Мгм. там больше деталей, но они как бы, ну, там много пластика всякого. Просто если удар в зад, это больше шанс, что поедет что-то с геометрией кузова, и это Мгм. будет сложнее и не так безопасно, возможно, впоследствии. Вот, поэтому Перед мы... он, Мгм. все знают, как его делать, просто поменять максимум деталей, все заделать. Мы старались, как обычно, все обдумать, прежде чем войти в эту покупку. Ну, я думаю, что все будет нормально. И мы нашли вот... Ладно, я все время говорю, мы, на самом деле, Саша нашел очень классный варшнат, очень классного дядечку. Вот его я точно советую. Ну, пока что, знаете, Ну, пока мы еще не знаем. мы не знаем, но он очень... Первое Да. впечатление. Он нам просто все объяснил, по-человечески все рассказал, как что, сказал, в чем поможет, сказал дальнейшие наши действия. Ну, потому что это наша первая машина, мы тут живем 3 года. Ребята, откуда мы знаем, где тут, как Ну, регистрировать просто эти новые импортер законы? нам Ну, ничего из этого не мы у них спросили, ну, типа, просто сказать нам дальнейшие действия. Это же нормально, мне казалось. Они Вот. вообще наперед ничего не говорят. Вот, хорошо, мы Мы даже получили- требовали документы Да, от мы нашей получили машины. машину. Я изначально думал, что вот какие-то там документы Мгм. привезет тот же водитель. Да, но мы спрашиваем у водителя, который привез нам машину, а где документы? Он говорит, а я не знаю, их нету, это вам привезет курьер. Мы думаем, ну с нами свяжется, пришлось Саше Ну, опять я писать. написал. Господи, Все, получили да. машину, Дайте нам... ждем документов и, И ну, деньги скажите, ещё, какие да. дальше шаги. Нет ответа, 3 Мгм. дня. Пишу опять. Можно, пожалуйста, сказать, как обстоят дела с документами? Но. Потому что мы вообще не в курсе, мы ни разу не слышали про документы от вас. Мгм. Он такой, да, нам 3 дня приедет не- курьер завтра, послезавтра, и мы сразу же перешлем вам. Надо будет перевести, ТРП. То есть сразу они не могли это написать, нам надо ни было разу, они ждать ни разу не полнедели. упомянули, что Но. документы будут Плюс у них, еще у они нас должны потом. были нам отдать 2000 злотых. Потому что изначально... И еще не отдали, кстати. Изначально, когда подписывали там этот договор, Ну, депозит, Да. чтобы если мы откажемся. потом не выкупим Мгм. на аукционе, чтобы они не потеряли своих денег. Да. Потому что нужно вплату делать. За это они... Насчет этих 2000 злотых они тоже, знаете, особо не спешили, да, что-то сообщить, отдадут, не отдадут. Тоже все приходилось спрашивать. Ну вот поэтому нам этот импортер не понравился. Ну а дальше, ребята, все, нам же уже отпустило наконец-таки, потому что мы уже увидели эту машину, машина в Варштате, мы уже прекрасно знаем, что и как с ней будут делать. Пока что просто ждем. Вот. Ну а дальше вы увидите кадры, что там за машина. Ну и надеюсь, что через пару месяцев, ну мы думаем, что через пару месяцев мы уже будем на ней ездить. Ну да, мы уже начали Да. заказывать всякие Все мелочи, детали, и не да. мелочи в том числе. Мы уже даже кружки заказали в машину. Но изначально заказали фары, чтобы сэкономить. Да. Ну, Но это уже будет подробнее потом. дальше уже будут видео, как мы регистрировали, я не знаю, страховка и Останемся ли так мы далее. довольны всей авантюрой. Ну да. Короче, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Был ли у вас такой опыт? Может, кстати, у вас тоже был такой опыт покупки машины из Америки. А если нет, то просто поддержите нас. Скажите, что мы молодцы, что рискнули. И плохое ничего не пишите. Не хочу ничего читать плохого. И так нет настроения, да. Плохого не надо ничего писать. Так что либо поддерживайте, либо ничего не пишите. Ну и вот наконец настал тот день, когда нам сказали, что машина уже едет в Лодзь. Сообщили нам буквально за полчаса, мы прыгнули в такси, поехали. В городе были какие-то невероятные пробки, и мы опоздали на саму разгрузку, хотя бы хотели поснимать ее тоже. Тут вон сколько этих машин. И это наша едет, красотка. Только битый перед, а так красотка. To ja się zorientuję, mówię, Такой наш. do pana dzwoni i powiem. O, jutro, tak, za 12. Поснимаю еще хотя бы чуть. Я так понимаю, в переднем нету стекла. Саш,
Или он... Наверное, просто... А, просто кто-то опустил. Посмотри хоть машину, ребята. У нас есть... Пеппер, не хотите выпить? Пеппер. Не, ну так-то выглядит супер, Сашка. Грязная очень, посмотрите. Ужас. Да. Но это все чистить. А что у этого дядя? Ну так-то она выглядит файно элегантно. Смотрите, тут можно для подстаканника. И там для 2 подстаканников. Ну и вот тут заднее опущенное. Оно все такое грязное. И тут лежит все, что сломано. Ой, ну тут не файно элегантно. Так-то выглядит классно вообще со стороны. Я не верю, что это, кстати, не спаленый, это такой песок белый. Ну, он, видно, размазывается, грязно. Саша, ну а ты в шоке, что это уже нашим? Все такое грязное. Крыло, Столько, ну упирается. столько это кнопочек всяких. Ну, сейчас мы не сможем. Тут есть стекло, так надо его поднять. Ой, получается вот такая грязнота. Вот тут мы будем... Блин, жесть, ужас. Грязь, кошмар. Ну ладно, это все чистится. Ну так машина офигенная, конечно. Ой, ребята, все, вышли мы с этого Варштата. Посмотрите, сколько битых машин. Это рай. Это рай. Не, ну тут очень много. Он вообще-то Бэха стоит. А? Столько пострадавших. Вообще такой дядечка классный. Мы его нашли сами. Ну да. Я, кстати, не жалею, что мы пережили этот мелкий ад. А это был реально мелкий ад, чтобы найти Варштат. Ой, даже столько эмоций, надо, наверное, уже в другом месте все рассказать. Да, надо тут выбираться. Надо отсюда выбирать. Тут вообще непонятно, как мы сюда попали. Мы ехали на такси, я снимала. Ладно, наверное, пока, знаете, сейчас очень все так сумбурно. Я чуть-чуть машину поснимала, вы уже сами видели, что Ford Fusion Hybrid 2019, ну там 2018 года. Но по характеристикам больше, конечно, Саша все расскажет. Да, ну когда будет презентабельно. И вот этот дядечка, он такой охренительный. Я, честно говоря, так, переживала, как все это объяснить, как все рассказать. Он такой, я все помогу, со всеми документами. Да, вам нужно, и с электрикой сказал, поможет. Но... Ну, сами, типа, закажем там лампу. То есть мы уже отдельно будем просто забирать машину, уже полностью выезжать, наверное. Ну, типа, на ней можно будет уже ехать на регистрацию. Офигеть, он нам сказал, что все, это лучший человек. Ребята, мы столько пережили ада эмоционального, что этот дядечка нам послан с небесами просто. Да, Сашка? Да. Я вообще так рада. Я ей сразу, мы ехали на такси, я смотрю вот тут, я говорю, Саша, наша машина. Да, он говорит, ну что-то не похож. Я говорю, да не наша. Вижу, перед там привязан. Да, я смотрю, так мы сзади увидели, я такая, блин, и цвет классный, все. Ну, наверное, надо рассказать более подробнее, почему мы выбрали именно битую машину, сколько мы ждали, как, когда. Ну, главное, документы, конечно, дождаться, нам еще до машины. Подумали с Сашкой, что нужно как-то отметить увидевшую нами машину. Но даже больше просто облегчение, Саша прав. И увидели, что тут в торговом центре есть bubble tea. Решили попробовать. Почему бы и нет? Почему бы этим и не отметить? Мы уже на месте, вот нам делают там. Я повыбирала всякие разные вкусы. Вот этих вот bubble штучек. И я взяла карамель. Ой, короче, много всего намешала. Посмотрим. 18 за маленький, 23 за большой. Вот такой получился у нас bubble tea. Огромнейший просто. Мы взяли один на двоих. Потому что, ну, и так нам достаточно. Но я надеюсь, что это вкусно. Мы там намешали всякой фигни. Ну, видно. Тут вон всякие кульки, шмульки. Ну, давай, Саша, пробуй первый. Это наш второй bubble tea в жизни. Но тут больше всяких тапиок, всяких сам добавок. Чай А штучку ты какую-нибудь взял? Не попадаются. Какие-то кубики. Кубики невкусные? Очень сладкие. Ну, вкусно. Дай попробуй. Чай вкусный. Освежение. Просто все сладкое. Чай вкусный, желешки такие средние. Не кусаются. Эти желешки, я именно шарики больше. Вот шарики вкусные. Когда они такие сочные. Они лопаются, и там такой вкусный сок такой идет. Ну, что-то сладенькое. А вот эти желешки вообще не надо было брать.
Ну или другие, Мгм. фруктовые. Я бы без желешек, в следующий раз брала без желешек. А ты? А смысл без желешек? Да. Ну просто. Желешки это не очень вкусно вообще. Вот так супер. Очень сладко, очень. Максимально.